Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Недавно у меня было видео, где я показывала новый способ набора петель крючком. Этот способ получается очень аккуратный, он в меру эластичный и плотный. Многие этот способ набора петель назвали шнурковой способ и сказали, что можно его набирать в две нити. В этом видео я вам покажу еще один классный способ набора петель. Называется набор петель через кольцо. В конце этого видео покажу, как вот такой наборный край соединить в кольцо, чтобы место соединения было незаметно. Дорогие друзья, также отвечаю на ваш вопрос под предыдущим видео, сколько нужно оставить отрезок нити, чтобы сделать нужной длины наборный ряд. Оставляйте 3 длины вот отрезок нити от нужного наборного ряда. Я оставляла 4 длины по 25 сантиметров. И вот смотрите, я провязала 3 длины, и у меня наборный ряд равен 25 сантиметров. Если хотите, можете оставить чуть больше, чтобы у вас был запас. То есть 3 длины плюс еще, допустим, 15-20 сантиметров. Ну а сейчас я вам покажу новый набор петель крючком, называется через кольцо. Для способа набора петель через кольцо не нужно оставлять длинный отрезок нити. И вначале, как обычно, делаем начальную петлю. Перекрещиваем вот нити на крючке, подхватываем рабочую нить и делаем начальную петельку. Далее начинаем набирать петли. Смотрите, вначале на указательный пальчик накидываем нить и с внешней стороны заводим крючок и эту петлю перекидываем на крючок, затягивая ее. Далее накидываем нить на крючок и этой нитью провязываем 2 петли с крючка. И так повторяем. Вначале с внешней стороны с пальца подхватываем нить и накидываем петлю на крючок, затем захватываем крючком вновь нить и провязываем 2 петли с крючка. Еще раз повторяю шаги. Вначале делаем на пальце вот такое кольцо из нити, с внешней стороны накидываем петлю на крючок, подтягиваем петлю на крючке, вновь захватываем крючком рабочую нить и провязываем 2 петли с крючка. Вот я уже набрала 4 петли. И далее ускоряемся. Это тоже очень простой набор петель крючком. Получается интересный, аккуратный наборный ряд, и он довольно эластичный. Сейчас я вам покажу, как этот ряд тянется. Вот я уже набрала такой отрезок петель. Смотрите, как выглядит со всех сторон наборный ряд и какой он эластичный. То есть он очень хорошо растягивается и не будет стягивать начальный ряд. Причем он получается как резинка и принимает назад форму и растягивается. И давайте его сравним по внешнему виду вот с таким шнурковым. То есть он чуть тоньше. Здесь немножко другой рисунок петель в начале получается. И вот такой эластичный. Этот ряд тоже довольно эластичный получается. Дорогие рукодельницы, а сейчас я покажу, как замкнуть в кольцо наборный ряд, набранный шнурковым способом.
Очень получается аккуратное вязание при таком способе набора петель. Вот ровная кромка, она довольно плотная, пышная, отлично подойдет для начала вязания шапки, и варежек, и горловины. И нужно замкнуть этот ряд в кольцо. Но смотрите, он довольно толстый и имеет несколько граней. Если с верхней стороны вот мы видим ряд ровных петелек, можно вот замыкая ряд в кольцо и с первой петельки провязать соединительный столбик и далее, допустим, начинать уже вязать узор. Я просто наберу несколько воздушных петель, то внизу вот получается вот такое расхождение. Исправить это довольно просто. Смотрите, вот этот кончик, который оставался, мы просто подтягиваем. Видите, вот внизу вот эта ниточка. Вверх направляем вот кончик нити и снизу вводим вот в горизонтальную ниточку снизу под первой петлей и протягиваем кончик нити назад. И здесь получается все выравнивается. И затем вот этот отрезок нити можно закрепить на изнанке. Берем крючок поменьше номером. И смотрите, вот видите вот эти петельки, которые идут в центре наборного ряда. Вкалываем крючок вот с острым можно ушком взять. И протягиваем кончик нити через вот эти петельки. И так по центру через несколько петелек, допустим, протянуть этот отрезок нити. Потому что если вы сделаете узелок, то, допустим, при носке шапки, если вы делаете шапку, этот узелок, допустим, будет ощущаться. Вот так вот несколько протянув петелек, у вас этот кончик нити будет закреплен и его не будет видно. И вот такое получается место соединения этого наборного ряда. Дорогие друзья, возьмите себе на заметки такие хитрости вязания. Далее я буду выпускать тоже такие же небольшие короткие видео с лайфхаками о вязании крючком и спицами. Поэтому подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк. Спасибо за внимание.